Здравствуйте, коллеги, друзья, талантливые, превосходные, замечательные. Ну, сначала я бы хотела сказать о самых главных вещах. Нельзя начинать петь, не имея предисловия. Вот. И первое, что я хочу сказать, свои ощущения за несколько лет. Друзья, нужно стремиться быть грамотными. Это первое, что не хватает для эстрадного пения. Классическое пение, уже обусловленность они несут. Такую, что целый мир уже существовал века полтора. И есть уже обусловленность, в которую входит новый мир детей, или молодых преподавателей, или опытных, это существующий уже мир. И мы уже его так воспринимаем. Эстрада – это жанр в потоке. Стили возникают. В январе возник один, в октябре в другой. И мы должны как-то в нем существовать интересно и талантливо. Я это очень понимаю. Но первое, что все-таки… Давайте я приведу такой пример. Когда мы изучаем английский, испанский, что вы хотите? Первое, что мы делаем? Мы учим грамматику. Но почему там мы это делаем? А пение? Оно заслуживает, особенно в ваше исполнение, оно заслуживает этого. Значит, первое правило от Егоровой Ирины Геннадьевны – это грамматика, то есть грамотность. Мои наблюдения таковы, что те дети, которые получили образование дер-хор или играют на каких-то инструментах, и потом решили петь, конечно, они сразу на порядок выше в организации процесса. Среди них могут быть люди менее талантливые, но они выгодно смотрятся на площадке фестиваля. Ничего не поделаешь. Человек может быть талантливым, эмоциональным, но он должен подать материал. Это подача называется. Мне просто иногда очень жалко наблюдать, что талантливый ребенок, эмоциональный, интересный, все чувствует, но вот он не понимает, как выражаться через музыкальную форму. Сложно сказала, да? Но не обойтись. Все равно, даже если песня шансон, там есть музыкальная форма, припев, запев. Есть второй припев, есть еще, второй куплет, есть припев. Все равно это процесс времени, и вы должны в 2 минуты или в 4 минуты воплотиться. Но как можно воплотиться, если вы не знаете, о чем речь? Невозможно водить машину, если вы не знаете, что такое коленный вал и все такое. Шутка, но ребята, которые только появились на этом свете, они еще этого не знают. И именно мы, преподаватели, это должны им сказать, то есть преподнести. Значит, я взываю преподавателей, чтобы они это особенно учитывали. Особенно. Это первое. Это первое, что необходимо. Ну, 10 уроков сольфеджио. И слышать лады, чтобы попадали в гармонию, а не уповали на минус. Это очень видно. Это как выучить транскрипцию языка. Если вам нужно что-то такое итальянское спеть, ну, загляните в YouTube, ну, посмотрите, как произносится транскрипция французской. Так и тут тоже. Нужно понимать, что должны быть такие вещи, как слышать лад, понимать, как переходить в модуляцию. И конечно, музыкальное интонирование – это чуть-чуть попозже, хотя бы интонация, потому что музыкальное интонирование – это уже звуковедение, это чуть позже. Значит, мы договорились с вами. Первое – это грамматика, грамота.